Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие есть новости, что предполагается, какие события и куда пойдут активы сегодня в течение дня: доллар, нефть, золото, серебро, рубль и акции. Так, друзья, вот календарь событий, что на сегодня запланировано. Сегодня, в общем-то, день достаточно насыщенный. Выступления европейских центробанкиров и Пауэлла. Вот здесь большой вопрос, как будет воспринято выступление Пауэлла. Понятное дело, он очень интеллигентный, очень тактичный человек, очень аккуратный. Но с учетом того, что происходит на графике S&P, здесь просто напрашивается продолжение коррекционного отката. Так, далее 15.30, изменение числа занятых в несельхозсекторе. Ну и вишенка на торте сегодня данные по американской безработице. Здесь что-то слишком много звезд сошлось в одном месте. И выступление Пауэлла, и данные по безработице. Ну, тут как бы напрашивается либо улет наверх, либо продолжение усиления коррекционного отката. Мне кажется, что вот это сочетание, оно с высокой степенью вероятности может вызвать не очень позитивное закрытие недели. Хотя, если ориентироваться на Китай, Китай сегодня с утра пытался захандрить, завалиться, но потом он отскочил, и закрытие достаточно позитивное будет, даже по неделе. Но здесь как бы ситуация указывает на то, что Китай, скорее всего, на следующей неделе продолжит расти, невзирая на то, что лето, и невзирая на то, что есть проблемы. Ну вот сейчас там вспышка очередная ковида произошла. Правда, вроде бы они достаточно быстро и оперативно решили этот вопрос. Но здесь сказывается особенность страны, там где тоталитарная система, она очень быстро решает все вопросы, связанные с распространением инфекции. Это, пожалуй, единственный плюс по сравнению с развитыми демократиями. Так, ну и текущее закрытие недели будет позитивно. Ну, вероятность того, что сейчас мы откатимся, она есть, но она не большая, я считаю. В Китае единственная какая проблема сейчас еще дополнительно возникла. Начали расти цены на солнечные панели. Китай лидер по производству солнечных панелей, и то, что происходит рост, который возник из-за инфляции и издержек, сырьевые материалы подорожали в 5 раз, тут уже как бы они никак не могут цены удерживать. И получается, впервые за 8 лет произошел рост цен на солнечные батареи. То есть зеленая энергетика, которая всецело ориентировалась на китайские дешевые солнечные панели, она может начать стагнировать и сбоить. Потому что очень многие процессы и экономические расчеты, связанные с переходом на зеленую энергетику, они в своей основе несут дешевеющие китайские солнечные панели. Если этот фактор исчезает, то вопрос ускоренного развития зеленой энергетики, он начинает стагнировать и замедляться. Так, пошло снижение индекс Baltic Dry, это хорошо, потому что расти ему уже некуда, и он должен еще пунктов 500 потерять, вернуться в диапазон 1500-2000 пунктов. Так, далее S&P, дневной таймфрейм. Ну, вот здесь у нас такая картина намечается, она не очень позитивная, и сочетание сегодня речи Пауэлла с одной стороны, с другой стороны данных по безработице, ну прямо-таки напрашивается какая-то просадка, ну хотя бы в район 4100. Не знаю, будет или не будет это. Как правило, цикл движения рост к середине месяца и потом просадка, потому что бонусы выплачивают, соответственно, такой цикл движения очень часто соблюдается. Но сейчас лето, накопилась масса проблем неразрешенных. В то же время вроде как Америка победила ковид, и поэтому ситуация, конечно, весьма и весьма неопределенная. Вот. Но тем не менее, я думаю, все-таки будет какой-то заход вниз, это наиболее вероятный сценарий. Так, далее биткоин, криптовалюта, ну она болтается в боковике. Сказать, что все как бы биткоин не растет, он сейчас будет в районе 3000 или нуля, я думаю, это преждевременный пессимизм. Вот он не стал пробивать, это, конечно, не очень хорошо, потому что если здесь было бы пробитие и закрепление, это давало бы очень существенный шанс на резкий отскок. Такого нет, ну и возвращается он сюда, вот в этот боковик. Так, друзья, далее VIX. VIX. Вчера он
пробовал уже начинать расти. Ну и здесь, судя по всему, заложилась тенденция на то, чтобы ВИКС либо сегодня, либо в начале следующей недели потестил 2021. Как минимум потестил. Так, друзья, далее индекс доллара. Индекс доллара подошел к ключевым значениям, где он по факту консолидации может вполне рвануть наверх, вот сюда, вот в этот диапазон. Ключевой уровень 90,7. Если он сегодня пробивается, то мы можем увидеть либо сегодня, либо завтра очень энергичное дальнейшее движение наверх. Так, далее нефть. Ну, по нефти здесь вот все идет к тому, что вот это пробитие, оно должно все-таки свершиться. Пока идет подпирание, но если это подпирание продолжается подольше, если мы не увидим коррекционного отката на 69 и ниже, то на следующей неделе нас ждет 75. Что касается часового таймфрейма, сейчас нефть зажата в боковике, нижняя граница 70,6, верхняя 71,7. Ждем в ближайшее время движения на 71,7 и в случае пробития повторный тест 72. Сегодня ожидание по нефти, что она закроется выше 71,3. Это бренд. Если такое происходит, то на следующей неделе мы увидим продолжение нефтяного ралли. Если такого не происходит, то будет либо боковик, либо коррекционный откат. Но то, что летний сезон и спрос на нефть начал расти, дает все основания полагать, что как минимум будет боковик, а как максимум мы увидим пробой вот этого значения и уход на 75. Так, друзья, далее золото. Золоту сломали растущий тренд. Но здесь на самом деле ничего удивительного нету, потому что когда растет индекс доллара, золото оно падает. Ну, очень редки бывали случаи, когда на растущем индексе доллара золото продолжало расти либо удерживать свои позиции. Здесь, с одной стороны, ситуация не очень позитивная, потому что 1882 было пробито. С другой стороны, на текущий момент времени уровень 1861 его удержали. То есть произошло ложное пробитие и потом выдергивание из этого значения. И сейчас золото консолидируется в диапазоне 1861-1882. Прямо вот сейчас, на текущий момент времени, в течение 1-2 часов, по золоту либо будет пробитие 1872, переход этого значения на растущем объеме. Тогда мы сегодня увидим попытку золота отскочить с целью вернуться на 1882. Либо, если такого не происходит, по золоту у нас возникает отсюда отбой и коррекционный откат, цель которого 1865. Для того, чтобы по золоту подтвердилась вот эта разворотная формация и движение наверх, необходимо устойчивое пробитие 1872. Если такого нету, то мы отсюда откатываемся либо в этот боковик, либо идем еще ниже. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, 4-часовик. Сейчас возьмем, он здесь, с моей точки зрения, более показателен на данный момент. Рубль-доллар. Вот смотрите, у нас в ближайшие часы, если разыграется пробитие диапазона 73,3, 73,35, то на сегодня закрытие наиболее вероятно будет в районе уровня 73,6. Вот здесь вот. Если вот этого пробития сейчас не происходит, то, соответственно, рубль-доллар мы откатываемся и торгуемся на сегодня в диапазоне 73,15, 73,3. Здесь два фактора, которые друг другу противоречат. Это индекс доллара и нефть. Но все-таки я думаю, что было бы логично по доллару к рублю в конце недели укрепиться и сходить куда-то вот сюда. Так, друзья, далее рубль-евро, евро-рубль, tomorrow. Сейчас идет вопрос о пробитии вот этого диапазона 88,8, 88,6. Если этот диапазон будет пробит, то по рубль-доллар мы увидим коррекционный, по рубль-евро, прошу прощения, что-то доллар все время крутится в голове. Мы увидим движение, цель которого будет для начала 87,7, а в идеале 86,8, вот сюда, 86,5, 86,8. Здесь пока непонятно, как события вот эти будут развиваться. Если будет упорно продолжаться рост нефти на растущем индексе доллара,
то весьма вероятно, что куда-то сюда мы все-таки сходим. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, здесь по факту произошел разворот. Но этот разворот пока не до конца подтвердился. Но вероятность того, что движение вниз продолжится, исходя из того, как здесь происходило вот это движение, она достаточно большая. И я думаю, здесь высока вероятность того, что на следующей неделе, ну, сегодня, конечно, наверное, такого не прольют, но вот куда-то сюда, в район 160 тысяч или даже вот сюда, вот в район 158 тысяч, вот это движение, оно просто обязано произойти. Ключевой момент по индексу РТС, по фьючерсу, это пробитие 153 тысячи. Сейчас на текущий момент времени 153, 152 500. Если пробивается, то он начинает проседать, и цель движения будет в районе 141 500. Вот сюда вот. Вот эти все откаты, которые здесь будут возникать, пока не произойдет пробитие ключевого уровня, их будут выкупать, и он будет либо консолидироваться, либо, возможно, его будут дальше толкать наверх. Так, ну часовик здесь достаточно позитивный. Что у нас происходит? 162 500, если мы этот уровень удерживаем, у нас отсюда развивается коррекционный отскок, цель которого 163 800, вот сюда вот. В идеале, конечно, его бы куда-то вот сюда вот затолкать, на 165, 165 300, но сегодня я пока не вижу драйверов для того, чтобы это движение было реализовано. Здесь либо боковик, либо пробитие и попытка сходить на 161 160 500. Так, друзья, далее акции Сбербанк. Ну вот по Сбербанку вчера была попытка пробить 310 и после такого пробоя уйти на 300-295. Соответственно, сегодня весьма вероятно эта попытка повторится. Часовик менее оптимистичен, он указывает на то, что вполне как бы может быть и обратная ситуация, когда возникает пробой 313 и движение в район 315. Ну, 320 сегодня, я думаю, это вероятность, наверное, 0,1% из 100. Здесь либо боковик в этом диапазоне, либо попытка сходить на 305. Так, друзья, далее Газпром. Вот здесь все гораздо интереснее. Потому что по Газпрому на этой неделе весьма вероятно будет попытка его развернуть и хотя бы на 255 свозить. Это не значит, что обязательно такое движение здесь состоится, произойдет. Много целей наверху у него. Рынок раздули, Газпром не раздули. А газ достаточно дорогой. Поэтому здесь есть масса предпосылок для дальнейшего движения на 350. Но сейчас на текущий момент, что касается сегодняшнего дня, уровень 268-267,5 для него критично важен. Если этот уровень будет пробит, то по Газпрому мы уходим сегодня тестировать 255. Если этот уровень не пробивается, это очень хорошо, значит он будет консолидироваться на хаях или даже пытаться отсюда уйти выше. Так, друзья, далее Норильский никель. Дневной таймфрейм тоже беру. Но смотрите, здесь у нас ситуация достаточно позитивно развивается. Вчера его, конечно, пытались отлить, но обращаю внимание, здесь с учетом вот этого движения дивидендного гэпа, существенный уровень первый это 26 тысяч. Вот если 26 тысяч не пробивается здесь, то все эти откаты их будут покупать и толкать его наверх. Ну и второй уровень это 25 200. Вот здесь вот, если этот уровень будет пробит. Так, друзья, ну и далее ВТБ. По ВТБ, как ранее ожидали, 5 копеек сделали. Сегодня будем биться за отстаивание уровня 4,8. Если этот уровень сегодня устоит, то на следующей неделе ждет продолжение банкета и движения на 5,3 и 5,5. Ну и сегодня, если переходить на часовик, если все-таки произойдет пробитие уровня 4,95, то мы сегодня пойдем тестировать вот эту пимпочку, которая 0,05-0,295. Если такого пробоя в ближайшее время не будет, то наиболее вероятно закрытие в районе 4,89. Друзья, все, основные активы. Спасибо за внимание, успешных торгов.